За последние пару недель рынок крипты показал действительно хорошее восстановление. Это касается не только биткоина или эфира, которые выросли на 40% с начала года, а вообще всего рынка в целом. Бычий рынок — это сильная штука, ведь в этот момент растет абсолютно все. Без шуток. Любые токены, например Solana, которая была на грани краха, успела вернуться в топ-10. Токены рухнувшей биржи FTX также показали рост. Да даже всеми забытый Celsius и то вырос на 50%. Но есть один максимально спорный кандидат, который показал не 10, не 20 и даже не 100%, а целых 400% роста буквально за один месяц. И это монета Aptos. Я неспроста назвал Aptos спорным, ведь несмотря на его новомодный блокчейн, быстрые транзакции, собственный язык программирования и остальные галочки для маркетинга, у него есть одна очень серьезная проблема, а именно токеномика. Мы снимали видео про Aptos еще в начале ноября, спустя пару недель после листинга. В том видео мы уделили особое внимание токеномике и пришли к выводу, что инвестировать в монету лучше не стоит, ведь большая часть токенов находится не у инвесторов, а у создателей этого проекта. И как раз через пару дней после нашего ролика монета улетела на 50% вниз. А все из-за того, что очень много монет держала FTX. Но то, что с ней случилось, вы и так прекрасно знаете. И на протяжении 2 месяцев от Aptos вообще никаких новостей не было. Но в начале года организаторы проснулись, увидели, что рынок начинает восстанавливаться и решили под шумок запампить монету на сотни процентов. И в таком пампе Binance сыграла важную роль, когда создала пул ликвидности для Aptos и была замечена в подозрительных транзакциях. Но что на самом деле запампило Aptos на 400%, мы разберем в этом видео. А также сегодня вы узнаете, кто стоит за пампом монеты, почему Binance имеет прямое отношение к манипуляциям, как организаторы специально повышали цену, чтобы заманить как можно больше инвесторов, и стоит ли покупать Aptos прямо сейчас. Перед просмотром поддержите видео лайком, ведь благодаря вашей поддержке мы выпускаем видео чаще и лучше. Приятного вам просмотра, давайте начинать! Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Сегодня 1 февраля и это очень важный день абсолютно для всех рынков, поскольку буквально через несколько часов ФРС объявит процентную ставку. И специально для вас в нашем телеграм-канале мы сделали прогноз, как на это событие отреагирует криптовалюта. А также на этой неделе нас ожидают еще не менее важные отчеты ИПЦ в Еврозоне и Великобритании. И я вам гарантирую, что в ближайшие пару дней будет очень жарко. Поэтому поставьте видео на паузу и перейдите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, чтобы не пропустить эти и другие важные экономические отчеты. А в сегодняшнем видео мы не будем рассматривать технические особенности проекта Aptos, ведь все эти моменты мы разбирали еще в прошлом ролике. Рекомендую его посмотреть, информация из него до сих пор актуальна, так как у Aptos каких-то кардинальных изменений за это время не произошло, хотя разработчики много чего обещали. Сегодня мы разберем, как создатели элементарно просто манипулируют ценой Aptos и какое отношение к этим махинациям имеет Binance. И первое, что бы я хотел сделать, это разобрать, откуда вообще у инвесторов появилось мнение, что Aptos находится исключительно в руках разработчиков. Такие слухи насчет манипулирования пошли сразу же после того, как Aptos опубликовал свою дорожную карту и анонс листинга на топовых биржах. Но любой новый проект, прежде чем листиться на биржах и начать продавать свои монеты, должен предоставить токеномику, где будет указано общее количество монет и процент распределения между участниками. Но Aptos предоставил эту информацию чуть ли не в день листинга, хотя даже после публикации токеномики вопросов появилось еще больше. Первоначальный объем токенов Aptos составил 1 миллиард, из которых около 510 миллионов были распределены среди членов сообщества, 190 миллионов среди основных разработчиков, а остальные ушли в Aptos Foundation и частным инвесторам. Всего Aptos Foundation имеет 410 миллионов токенов, которые будут выпущены в течение следующих 10 лет. Из них 125 миллионов Aptos изначально доступны для поддержки экосистемных проектов, а меньше 5 миллионов Aptos изначально доступны для поддержки инициатив Aptos Foundation. Собственно, такое не особо справедливое распределение и вызвало негатив среди многих инвесторов. Но это еще цветочки, ведь чтобы вы понимали, на данный момент 97% от общего оборота монет принадлежат всего 20 адресам, из которых известны это сам Aptos, Binance и биржа OKX. А 10% от этого объема монет имеет Binance, что уже вызывает некоторые вопросы. Вообще Binance активно поддерживала проект Aptos, когда предоставляла стратегическое финансирование в марте и сентябре 2022 года. При этом суммы финансирования почему-то
не разглашали. Но если рассмотреть Aptos с точки зрения цены, картина вырисовывается интересная. Начиная с 9 января токен APT начал активный рост, показывая по 10, 20 и 40% в день. Движение цены, которое большинство из вас скорее всего не заметило, вызвало серьезное подозрение в отношении характера ценовой динамики Aptos именно 14 и 16 января. Тогда у APT был заметный всплеск количества шорт-ордеров, но такой стремительный рост числа продавцов не смог бы вызвать такой быстрой коррекции на рынке. На 5-минутном графике мы четко видим, что Aptos получил огромный всплеск покупательной способности, как только было открыто большое количество шорт-сделок. Но по факту данный стремительный рост не был обеспечен никаким финансированием, что привело к формированию вот таких свечей с длинными тенями. Столь быстрое появление объема покупок может указывать на одно – на прямое манипулирование, которое необходимо для того, чтобы избежать ненужного разворота во время, когда весь рынок восстанавливается. По данным CoinGlass, в тот день Aptos столкнулся с огромной ликвидацией на сумму $129 миллионов, в то время как рынок был относительно спокойным и тихим. Таким образом, различные фонды, стоящие за Aptos, были готовы поднять цену токена до уровня листинга, чтобы привлечь как можно больше инвесторов, которые, естественно, учитывают, насколько монета прибыльная. Ведь если бы цена Aptos оставалась ниже цены листинга, у инвесторов не было бы такого желания покупать токен, в отличие от того, как это было с другими монетами, которые показывали настоящий рост на десятки процентов. И, кстати, на этом движении участники нашей подписки Coin22 Pro сумели получить прибыль от 15% на росте Шибы, от 25% на росте Cardano, от 30% на пампе Tezos и еще высокие проценты профита на множестве других токенов, потому что подписка Coin22 Pro позволяет абсолютно каждому ежедневно получать прибыльный анализ рынка от аналитиков Coin22. А поскольку в ближайшее время рынок будет максимально активный из-за предстоящих финансовых отчетов, мы уже начинаем подготавливать для вас прибыльные сделки, поэтому не упускай такую возможность, присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и получи свою первую прибыль уже сегодня. На вопрос, почему Aptos вырос на 400%, решила ответить даже сама Binance в твиттере Binance Research. Они опубликовали большую цепочку из твитов, в которых собрали всевозможные причины, которые якобы повлияли на рост. Ну давайте их рассмотрим подробнее, может действительно Aptos сделал что-то нереально крутое. Первой причиной роста Binance Research считает конференцию Aptos Move Monday, которую провели 9 января, что примерно совпадает с началом роста монеты. На конференции соучредители отвечали на различные вопросы, обсуждали будущее планы проекта, но в общем-то ничего интересного. Дальше Binance пишет о том, что начали популяризироваться NFT на Aptos, мол, цена и объем торгов на них выросли, поскольку инвесторы начинают их накапливать для того, чтобы в будущем перепродать дороже. Да, NFT это, конечно, хорошо, но более важным фактором роста стал запуск специальных пулов ликвидности на Binance. 20 января Binance объявила о создании двух пулов для валютных пар Aptos Bitcoin и Aptos USDT. Условия для пользователей, конечно, шикарные. Binance обещала доходность 92% по Aptos USDT и доходность 99% по депозитам пула Aptos Bitcoin. Из них пользователи получают 0,71 и 1,07% вознаграждений BNB. Если что, на сегодняшний день проценты могут изменяться. И после того, как Binance объявила о создании этих пулов, Aptos сразу вырос аж на 40% и за 2 дня набрал около 100% роста. Другие причины роста, на которые указала Binance Research, разбирать смысла не вижу, ведь там указаны преимущества блокчейна Aptos, уникальный язык программирования и так далее. Но у меня такое ощущение, что как будто Binance этими твитами специально решила оправдать рост Aptos. Но благо в блокчейне все транзакции можно отслеживать и узнать движение всех токенов. И появилась интересная информация насчет подозрительных транзакций Aptos между кошельками. На выходных криптотрейдер CNBC опубликовал у себя в твиттере вот такой пост, в котором обвинил команду проекта в том, что она поддерживает выпуск новых токенов на низком уровне, самостоятельно пампит цену, а затем сбрасывает свои токены на рынке. Схема, конечно, старая, но зато надежная, как швейцарские часы. На вот этих скриншотах видно эти подозрительные транзакции. Данные, предоставленные при разблокировке токенов, отражают внезапное увеличение токенов Aptos, разблокированных 28 января. А это совпадает со сроками транзакций, которые выделены на AppScan. Что это значит, спросите вы? А это значит, что инсайдеры Aptos выполнили эти транзакции, чтобы создать всплеск цены и привлечь больше покупателей для токена. Цель этих транзакций, скорее всего, заключалась в предоставлении ликвидности на рынке,
монеты, так как в кошельке Binance 1 уже существует более 14 миллионов токенов Aptos, а исходя из транзакций точное место назначения для токенов является именно кошелек Binance. Twitter Spot On-Chain поднял аналогичную тревогу, отметив, что в сделке был задействован 1 миллион токенов Aptos на сумму около 18 миллионов долларов, и транзакция включала промежуточный кошелек, прежде чем монеты попали в Binance. Естественно, такие махинации для Aptos нужны только для предоставления ликвидности, чтобы разработчики могли слить монеты, а инвесторы, которые желают скосить иксы, их купили. На сегодняшний день объем торгов Aptos находится выше 1 миллиарда долларов, а около 10% от объема Aptos приходится на торговую пару APT Binance USD, поскольку больше всего инвесторы торгуют именно на Binance. За последнее время цена Aptos также вела себя максимально странно. В то время, когда рынок был относительно спокойным, у Aptos подозрительно увеличивался объем торгов, а когда рынок начинал немного двигаться вверх, у Aptos были замечены небольшие просадки. Конечно, когда 97% токена держат всего 20 кошельков, из которых известно только 3, с ценой токена можно делать все что угодно, гонять монеты между кошельками, а потом отправлять на биржу, чтобы постоянно поддерживать ликвидность. Если 97% монет имеют крупные игроки, то просто задумайтесь, кто является главным продавцом и покупателем на рынке. Таким образом, отвечаю на главный вопрос, стоит ли сейчас инвестировать в Aptos. Лично я не стал бы этого делать по ряду тех причин, которые мы сегодня разобрали, но если вы счастливчик и неоднократно выигрывали в лотерее, можете попробовать, ведь Aptos не поддается никакому фундаментальному и уж тем более техническому анализу. Монета полностью зависит только от разработчиков, которые направляют цену туда, куда им нужно. Предсказать, что будет с ценой Aptos, практически невозможно, конечно, если вы не сотрудник команды, и это создает самую главную проблему в инвестировании, а также торговле. Вариант покупки в долгосрок я бы вообще не рассматривал, ведь просто представьте, как весь этот надутый миллионами долларов пузырь начнет сдуваться, когда разработчики небольшими партиями будут сливать монеты, и такими темпами Aptos легко может скатиться до цены листинга. Пожалуй, единственный вариант, как можно получить хоть какой-то профит на Aptos, это торговать по тренду. Имеется в виду, когда общий тренд рынка идет вверх, значит нужно покупать. Если рынок снижается, то логично продавать. Но заранее держите в голове, что это торговля с очень и очень высокими рисками. Так что, пожалуйста, будьте аккуратны. В случае чего, всю самую актуальную информацию по поводу Aptos и не только мы будем публиковать в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте все интересующие вас вопросы в комментариях и, как всегда, увидимся в следующем ролике. Всем пока!